Всем привет! Композиторство, композиторское дело– это творчество музыканта, то есть композитора. Сам термин «композитор» получил распространение в Италии к XVI веку и с тех пор является отражением профессиональной письменной традиции, возникшей в практике музыкальной культуры. Безусловно, композиторы подчас делятся своими мыслями об этом искусстве, и сегодня я собрала подборку высказываний от известных композиторов прошлого. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Чтобы сорвать аплодисменты, нужно либо писать вещи настолько простые, чтобы их мог напеть любой кучер, либо такие сложные, что только потому и нравились, что ни один нормальный человек этого не может понять. Найдите хорошую мелодию, и ваша композиция, какова бы она ни была, будет прекрасной и непременно понравится. Чтобы сочинять музыку, достаточно вспомнить звуки, которые никому еще не приходили в голову. Сочинять не так уж трудно. Зачеркивать лишние ноты – вот что труднее всего. Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку. Я считаю невозможным сочинять музыку, которая не прочувствована мною вполне. Это кажется мне ложью, ибо ноты имеют такой же определенный смысл, как и слова, быть может, еще более определенный. Для меня написать симфонию все равно, что сотворить мир. Пауки любят музыку точно так же, как и большинство наших композиторов, если понимаете. Мелодическая изобретательность – главная жизненная цель композитора. Хороший композитор не подражает, он крадет. Какой там у композитора ум? У него есть только щупальца. То, до чего я дохожу своим умом, который вы аттестовали так высоко, это только мне нужно и никому больше. Пасти народы – это не мое. Я не мыслитель, не пророк. Для меня фигура ремесленника в социальной иерархии выше, чем фигура мыслителя. Я и пытаюсь быть ремесленником. У меня, пожалуй, пролетарское самосознание – починить стул, что-то сочинить для каких-то конкретных нужд, получить за это гонорар. Должно быть ощущение своей необходимости, нужности сегодня. А также я хочу привести очень интересное сокращенное описание процесса сочинения музыки, которое нам оставил Петр Ильич Чайковский. Хотите знать процесс моего сочинения? На это отвечать обстоятельно довольно трудно, ибо до крайности разнообразны обстоятельства, среди которых появляется на свет то или иное сочинение. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения – подразделение моих работ на два вида. Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности. И сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия политехнической выставки мне заказали кантату. Спешу оговориться, я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачная, и наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств удавалась менее. Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу. Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения. Решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то. Время проходит буквально незаметно. Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут часто приходится побеждать лень, неохоту. Каждый эпизод избранной программы вызывает соответствующую музыкальную иллюстрацию. Этот период работы, то есть скицирования, чрезвычайно приятен, интересен, подчас заставляет совершенно неожиданные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какой-то нервной возбужденностью. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и покойно. Я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, то есть отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка. А в другой раз является совершенно новая самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти. Откуда это является – непроницаемая тайна. Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листке.
а иногда и на лоскутке нотной бумаги. Пишу весьма сокращенно. Мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще оба эти элемента музыки вместе с ритмом никогда не могут отделиться друг от друга. То есть всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Если гармония очень сложная, случается тут же при скицировании отметить и подробности хода голосов. Если гармония очень проста, то иногда отмечаю генерал-басные цифры, а в иных случаях и вовсе не намечаю баса. Он остается в моей памяти. Никогда слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Инструментовать уже вполне созревшее и в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело. Нельзя того же сказать про переписку начисто сочинений для фортепиано, для одного голоса, вообще небольших вещей. Это скучно иногда. Держусь ли я установленных форм? И да, и нет. Есть такого рода сочинения, которые подразумевают соблюдение известной формы, например, симфония. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, урезать места, задуманные с любовью и вдохновением. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!